Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я кратко расскажу и покажу вам, на что способны Лилит и все хаотичные на максимальной прокачке, а также мы поиграем в потасовки. Подписывайтесь на канал и мы начинаем. В нашем распоряжении имеются полностью прокачанные хаотичные, включая Лилит. Сама Лилит подверглась колоссальным изменениям, став совершенно новым героем. На экране изображены ее характеристики на максимуме. Теперь она, являясь силовиком и тем самым имея немалое количество здоровья, одновременно стала выступать и в роли мага дэмэдж-дилера, благодаря своим новым умениям и артефактам. Это первый герой в игре, который кардинально сменил свою роль, тем самым изменив свою позицию среди всех героев на поле боя. Будучи танком ранее, она вставала позади Эльмира и перед Андвари, занимая 15 место по расположению всех героев. Теперь же Лилит имеет дальнюю атаку и занимает предпоследнюю позицию в данном списке. Перед ней становятся все герои, кроме Марты. Данный расклад является преимуществом, так как сохранившийся большой запас здоровья Лилит позволяет ей немалое время танковать заднюю линию от Джу или Йоргена. Артефакты и символы Лилит теперь заточены на пробив защиты от магии, что в совокупности с ее новыми умениями делают из нее полноценного мага, способного наносить достойное количество урона. Краткое описание умений вы можете видеть на экране, скажу пару слов о каждом из них. Первая, вторая и третья способности Лилит имеют специфику фокусировать урон на центральном противнике и его соседних целях, тем самым игнорируя даже двух танков и последнего героя пачки, непосредственно нанося повреждения герою, находящемуся на третьей позиции. Первое умение также позволяет Лилит увеличивать свое здоровье на 3% за каждого задетого врага и хаотичного героя в своей команде. Хаотичными героями являются Тесак, Астарот, Дариан, Пеппи и сама Лилит, а также один неизвестный герой, который будет добавлен в нашу игру чуть позже. Второе умение дарует Лилит возможность при каждой тычке атаковать дважды центрального врага и наносить дополнительный магический урон по области. Третье умение открывает возможность понижать сопротивление магии тому же центральному противнику и соседним целям. Примечательно, что и второе и третье умение имеют продолжительную длительность, если соотносить параметр первой и следующих перезарядок данных способностей, а это в свою очередь позволяет Лилит практически безостановочно атаковать центрального противника, делая его уязвимой мишенью. Последнее, четвертое умение гармонично дополняет все ее остальные способности, особенно первую. Перед применением любого умения она жертвует 5% от своего максимального здоровья и увеличивает свою магическую атаку на значение пожертвованного здоровья. На максимальной прокачке прирост магической атаки равен значению 31216, а длительность эффекта составляет 10 секунд. Но если еще учитывать, что первое умение не слабо увеличивает здоровье Лилит, то прирост магической атаки будет куда серьезнее. В совокупности все ее способности выглядят весомо, особенно для вражеских героев на центральной линии, но давайте рассмотрим все на практике. Конечно же, никому не рекомендую использовать всех 5 героев хаоса в одной пачке, так как связующее по особенности умения есть только у Лилит. Чуть позже произойдет ребаланс Тесака и ввод нового героя, который также будет хаотичным. Возможно, это изменит положение, но явных синергий как таковых между ними сейчас нет, да и в целом Лилит выглядит как полноценный самостоятельный маг, поэтому попробуем использовать ее в связке с другими метовыми магами. В этом случае нам помогут потасовки, но использовать Лилит мы будем не с той популярной пачкой с оленями, а с другими героями, в зависимости от ситуации. В защиту я выставил следующую пачку и уже в течение следующей минуты получил свой лимит изумрудов за день. В магазе я буду покупать камни обликов, так как вещи мне не нужны, но если вам нужны, то самое привлекательное здесь для вас это амулет Алукарда или сферы могущества. Огненные шкатулки имеют сомнительное содержимое, поэтому брать я их не буду. Занимаясь поисками лучших пачек, я потратил пару дней, и для меня главной задачей было найти такие паки, которые и вне потасовок смотрелись бы хорошо. А сейчас со всем багажом знаний попробуем провести оставшиеся 20 боев до ежедневной максимальной награды. Так как Лилит в моем понимании является полноценным магом, который способен внести внушительный урон, то следует подбирать именно героев поддержки вокруг нее. Это такие герои как Гелиос, Дариан, Пеппи, Лиен, Селеста и Судья. Селеста со своим половинчатым артефактом поможет Лилит наносить куда больше магического урона. Судья будет
будет вносить суматоху своими бесконечными оглушениями и прикрывать лилиты танка крепкими щитами. Гелиос лучший выбор для сражений против критовиков, а Лиен против массовиков. Для них первый артефакт лилит на пробив защиты от магии придется как раз кстати, а хаотика Дариана можно иногда использовать вместо Селесты, если этого требует ситуация. Например, когда у соперника пачка собрана с целью наносить большое количество урона за короткий промежуток времени. Стоит также отметить, что под его ауру вампиризма одновременно будут попадать Лилит, Гелиос, Пеппи и Лиен, даже если все они вчетвером будут находиться в одной и той же пачке. Играя пачкой с Демонессой, желательно избегать состава с Фобосом, Темной Звездой и Йоргеном, так как против нее это три явных контрпика. Фобос своей хваткой просто-напросто сожжет ей всю энергию, а потом и ее саму, так как скорее всего во всей пачке именно она будет обладать самым высоким показателем магической атаки из-за ее четвертого умения. Темная Звезда Мстительными Душами будет блокировать как раз таки то самое ключевое четвертое умение, потому что оно является усилением, а без него Лилит уже не такая грозная. А Йорген, который чаще всего находится на третьей позиции в пачке, будет только подзаряжаться от ее магического урона и ультовать раньше всех, что всегда опасно для многих составов, ведь большинство героев играет от первого умения. И ведь в запасе у него немалое количество здоровья, поэтому, как ни старайся, быстро его не убьешь. Как оказалось, чаще всего в атаке на потасовках я использовал пачку Лилит, Лиен, Селеста, Судья и Астарот. Селеста достойно справлялась со своей функцией блокировать лечение и раздавать половинчатый артефакт на магическую атаку, который успешно конвертировался в улучшение щитов и усиление урона от всех способностей наших магов в целом. Лиен благополучно останавливала героев с массовыми способностями, выигрывая достаточно времени для нашей победы. Но иногда она заменялась Гелиосом, если нам угрожали критовики. В итоге, можно сказать, что Лилит после обновления стала крайне интересным и сильным персонажем. Лично я точно принял решение качать ее, но только после того момента, как в нашу игру добавят еще одного хаотичного героя. Скорее всего, это будет вспомогательный маг поддержки, а все внимание будет сосредоточено на жене архидемона. Но в любом случае, как только он будет введен, дайте мне знать, если вам нужен подробный обзор на него и на новую особенность в целом. Тем не менее, из практически неиграбельного стража Лилит превратилась в опасного мага, и пачки вместе с ней, рано или поздно, закрепятся в Доминионе. Особенно если учитывать, что она начинает показывать себя даже с малой прокачкой. И напоминаю вам, что лучшей благодарностью от вас будет подписка и лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр.